Привет, друзья! Так как многие мне писали про установку Vivado, то проясним эту тему. Разберем установку на Windows и на Linux. Рассмотрим Vivado до 19.2 версии и после 19.2, он же Vitis. Итак, для начала нужно найти установочник. Сделать это можно разными вариантами. Первый вариант — это скачать с официального сайта, но нужно иметь аккаунт, зарегистрированный не из России. Второй вариант — это скачать с торрента. И третий — это скачать с локальных хранилищ типа Electronics, но там нужен доступ. В общем, скачаем с торрента. Вбиваем в поиск «Скачать Vivado 2019 торрент». Открываем первую ссылку и там по магнит скачиваем образ. После скачивания монтируем образ. Я смонтирую через Diamond Tools. В смонтированном диске выбираем X-Setup.exe. Итак, на первой странице установочника мы видим список рекомендованных осей. Для винды вариантов немного, это 7 и 10. Нажимаем Next и здесь отмечаем 3 галочки. На следующей странице выбираем Vivado HL Design Edition. Нажимаем Next. Здесь отключаем VIPTOK, чтобы меньше было нагрузки на сеть. Эта версия Vivado заняла у меня 45 гигабайтов плюс 20 гигабайтов, то есть в моменте нужно иметь 65 гигабайтов свободного пространства. В отличие от этой версии, следующая версия Vitis весит уже около 120 гигабайт плюс установочник 70 гигабайт. Далее нажимаем Next до процесса установки. Иногда бывает, что установка зависает на этапе Optimize Disk Space. Чтобы избавиться от этого, нужно на первой странице нажать на Preferences и отключить оптимизацию. После установки автоматически открывается License Manager. Здесь нажимаем на Load License, затем Copy License и выбираем лицензию в папке Crack, которую скачали из торрента. И в целом на Windows это все. Можно еще добавить Vivado в переменные среды. Теперь разберем установку на Linux. Я покажу на Ubuntu 20 версии. Для начала нужно установить необходимые библиотеки. Это нужно, чтобы установка не зависала и чтобы программы правильно работали. На GitHub я выложу скрипт, который устанавливает все либо. Я его взял из директории Vitis. Можно открыть этот файл и посмотреть список библиотек. Значит, скачиваем файл. Далее, чтобы запустить shell скрипт, нужно разрешить выполнение. Для этого в консоли пишем sudo chmod +x название файла, после чего запускаем его. Теперь заходим в папку со скачанным образом и его монтируем. Для этого создаем папку Media ISO и туда монтируем командой mount. Далее в образе запускаем X-Setup. Здесь делаем все то же самое, что мы и делали на винде. Единственное, что я бы устанавливал не в корневую директорию Tools, как установочник предлагает по дефолту, а в директорию Home, чтобы не надо было заморачиваться с правами. Итак, видим, что на Ubuntu установилось немного быстрее. И в целом я замечал, что на Ubuntu сборка прошивки быстрее примерно на 25-30%. Лицензию лучше закинуть руками в папку .xalinx в директории Home.
После установки Vivado нужно также установить драйверы для программатора. Путь к скрипту довольно длинный, я его выложу в описании к видео. В папке Install Drivers запускаем скрипт с одноименным названием. Также я рекомендую сделать алиас для вызова Vivado из терминала. Для этого заходим в Bash.rc и тут прописываем путь до Settings64 Shell. Само название алиаса сделаем xil и номер версии, в данном случае 1.9.1. Обновляем командой source bash.rc и проверяем алиас. Видим то, что Vivado успешно запускается. Так, теперь еще один интересный момент, это как удалять Vivado. В директории, где устанавливалась программа, заходим в папку .xinstall и здесь нужно запустить xsetup с ключом uninstall. Теперь я покажу установку Vitis. В целом все то же самое, только на странице установки пакетов выбираем Vitis. При этом есть еще разница в размере. Для установки Vitis нужно около 200 гигабайт. В принципе, в следующих видео можно разобрать установку ICE. Ну а на этом все. Всем спасибо за внимание, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал.